Сегодня у нас в меню маринованные каштаны и виноград. Продолжаем двигаться по осеннему сезонному меню. Виноград может быть совершенно абсолютно любой, может быть также и зеленым. Главное, желательно, чтобы он был сладким. Нужна нам одна большая гроздь винограда. И второй наш главный ингредиент – это каштаны, которые надо почистить, помыть и обсушить. Какие каштаны? Каштаны, конечно же, мы используем съедобный, который также называется благородный каштан. Но когда вы придете в магазин, там вам других, конечно же, и не продадут. Мы должны каштаны, почищенные, помытые, обсушенные, сложить в контейнер для хранения, в котором, собственно, и собираемся их затем хранить. С виноградом мы поступаем следующим образом. Снимаем виноградины с грозди, и также, чтобы не было на них веточек, и должны мы виноград помыть и затем обсушить. Также нам потребуется 5 зеленых перцев чили. Это для маринада с каштанами. И также нам будет нужна одна луковица, все зависит от того, насколько вы любите лук в маринадах, можете 2 луковицы. И нам нужен будет лимонный сок 2 столовые ложки. Я использую сок свежевыжатого лимона, поэтому у меня целый лимон, который я разрезаю напополам и выжимаю из него сок. Лук мы нарезаем кусками любой формы и размера, в зависимости от того, как мы любим и как нам нравится. Я нарезаю такими достаточно большими кусками и затем просто разъединяю руками. Перцы чили мы нарезаем достаточно крупно. Мы их все равно затем не будем закладывать в сам маринад. Нам нужно только для того, чтобы приготовить соус-маринад. Лук нарезанный мы закладываем в контейнер, где собираемся затем хранить маринованный виноград, и разрезаем виноградины, уже помытые и обсушенные, напополам и закладываем туда же в контейнер, где уже у нас лежит лук. Если хотите, можете положить виноград и целиком, не разрезая его на 2 половины, так просто он даст больше сока. Итак, наши ингредиенты подготовлены, сложены в контейнер. Теперь займемся соусами маринадовыми. Один из них, как видите, одна кастрюля для каштанов. Сейчас я туда заливаю 450 мл воды. Это на приведенное количество каштанов, 20-30 штук. И вторая кастрюля у меня это для маринада для виноградов. В эту кастрюлю я заливаю 250 мл воды. Теперь соевый соус. Для каштанов 220 мл соевого соуса, для винограда 2 столовые ложки. Также для винограда я добавляю соль 3-6 столовых ложек, в зависимости от того, насколько она насыщенная. И далее сироп 100 мл. 100 мл сиропа я добавляю в маринад для каштанов. Можно использовать сахар, если нет сиропа. Сироп у меня сироп агавы. И 150 граммов сахара засыпаю в кастрюлю для маринада для виноградов. И прежде нарезанный зеленый перец чили закладываю в кастрюлю для маринада для каштанов. Все это, обе смеси мы доводим до кипения. И когда они закипят, мы кипятим их еще в течение 1 минуты. После этого мы выключаем огонь и заливаем в маринад для винограда 150 мл уксуса и лимонный сок 2 столовые ложки. После этого оба соуса маринада нам нужно с вами полностью остудить натуральным образом. Когда соусы маринады остыли, мы заливаем их каждый в свой контейнер. Тот, который для винограда – виноград, тот, который для каштанов – каштаны. Только нам нужно, конечно же, здесь воспользоваться ситом для того, чтобы семена от перца чили и сам перец чили не попали в контейнер. Храним мы маринованный виноград в холодильнике. Через 7 дней выдержки уже можно начинать есть, можно употреблять. Маринованные каштаны также храним в холодильнике и также выдерживаем 7 дней. После 7 дней выдержки можно употреблять
оба продукта. Только есть одно но, еще одно но осталось. После 1 дня хранения мы заливаем в каштаны уксус 50 мл и затем опять ставим в холодильник, чтобы выдержать полный срок 7 дней. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного аппетита!